Всем привет! И в этом видео будем с вами говорить про Солнце в знаке зодиака Рак, его особенности и проявления в гороскопах мужчин, девушек, деток, карьере, в личной жизни. И если вам сложно дается сопоставление, соединение функций Солнца, функций планеты со знаком зодиака, то это видео однозначно для вас. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! В ведической астрологии рак представлен символом краба, и это указывает на то, что рак прячет свою сокровенную сущность под своей твердой оболочкой, чтобы всегда оставаться в безопасности как и в физической, так и эмоциональной. Рак — это у нас кардинальный знак зодиака, а самая важная черта кардинальных знаков заключается в том, что они инициативны и наслаждаются новыми начинаниями, они также беспокойны и постоянно действуют. Раком управляет Луна, женская водная планета, а Солнце — это мужская и огненная планета. И Солнцу в Раке, конечно, не очень комфортно, ведь это две разные противоборствующие стихии, потому что вода тушит огонь, а огонь согревает воду. Поэтому проявления Солнца в Раке не будут столь яркими, броскими, выделяющимися, а будут наоборот, немножечко затушеванными и приглушенными. И Солнце, находясь в знаке Рака, будет впитывать вот эту рачью энергию. Рак известен чем? Своей эмоциональной глубиной, интуитивной натурой и глубоким сочувствием к другим людям. Он может быть немножко нерешительным. А Солнце, как мы с вами помним, это личность человека, это его эго, идентичность, жизненная сила. И когда Солнце находится у нас в Раке, оно наделяет человека качествами и характеристиками, присущими именно знаку зодиака Рак. И получается, что люди с Солнцем в Раке склонны быть эмоционально чувствительными. И это такая чуткая и заботливая натура. И они глубоко чувствительны к своим собственным чувствам, а также к чувствам других людей. И часто ставят потребности других людей, особенно близких людей, выше своих собственных. Они полны сочувствия и сострадания даже к незнакомцам и могут резко реагировать на пренебрежение или несправедливость вокруг них по отношению к другим людям. Естественно, эта реакция сопровождается бурными эмоциями. Они также могут быть очень чувствительными и уязвимыми к какой-то критике, к каким-то негативным высказываниям, особенно когда, знаете, вот их обидели или использовали в каких-то своих целях. И эта чувственность позволяет им легко читать и понимать, опять же, эмоции других людей в том числе. Они ориентированы на дом, семью, на домашнюю жизнь. И это главные темы для людей с Солнцем в Раке. И они могут отдавать предпочтение проведению времени с близкими, да, созданию какой-то комфортной, благоприятной обстановки в доме, в своей семье. Они также нуждаются в безопасности, как физической, так и эмоциональной. И они дорожат своими близкими, отношениями с ними, которые обеспечивают им вот эту стабильность и комфорт. Рак, как водный знак, которым управляет Луна, скажем так, защищает энергию Солнца, создавая прочную связь с семьей, домом и эмоциями. И такие люди яростно защищают и заботятся именно о своих близких и тех, кого они действительно любят, да, часто беря на себя роль опекунов в своих семьях или в каких-то социальных кругах, будь то дети, домашние животные или пожилые родственники. И эта защита может также проявиться как оборонительная реакция в ответ на предполагаемые угрозы со стороны. Но важно помнить, что нельзя пренебрегать собой и жертвовать своим счастьем ради других. То есть должен быть какой-то гармоничный баланс между заботой о близких и удовлетворением их потребностей. Также Солнце в Раке связано с сильной интуицией. И такие люди часто обладают глубокой интуицией относительно других людей и ситуаций, которая позволяет им с легкостью и изяществом преодолевать вот эти жизненные неопределенности, и интуиция направляет их в принятие каких-то правильных решений. И вот это вот интуитивное чутье оказывается достаточно точным, и люди с Солнцем в Раке могут полагаться именно на свою интуицию, чтобы сделать выбор, соответствующий именно их ценностям и приоритетам, да, руководствуясь именно своей интуицией, а не полагаясь исключительно на логику и разум.
И на эту интуицию часто влияет, опять же, их эмоциональное состояние. И чувства, они, по сути, служат компасом, который их направляет куда-то по жизни. И вот благодаря своей интуиции они также могут обнаружить скрытые истинные мотивы других людей, даже когда вот им предоставлена какая-то ограниченная информация. Но люди с Солнцем в Раке должны поддерживать все-таки здоровый баланс между интуицией и рациональностью. Как бы прекрасно ни было доверять своим инстинктам, но они также должны проявлять проницательность, да, чтобы их решения все-таки были основаны на какой-то практичности. Кроме того, люди с Солнцем в Раке часто имеют сильную привязанность к своему прошлому и своим корням. Они очень ценят традиции, наследие и часто глубоко уважают своих предков. И эту связь с прошлым можно увидеть именно в их привязанности к семейным реликвиям, их интересе к генеалогии, например, или желании сохранить вот эти семейные традиции. Капризность людей с Солнцем в Раке также связана с перепадами настроения и эмоциональными взлетами и падениями. И они могут уйти в свою раковину, когда чувствуют себя либо подавленными, либо уязвимыми, или наоборот, они могут яростно наброситься на других, когда чувствуют себя какими-то обиженными или преданными. Хотя в целом Солнце в Раке обеспечивает сострадательную и интуитивную природу человека. Но также такое положение может дать проблемы с точки зрения эмоциональной уязвимости, и может быть проявлена такая склонность, как цепляться за прошлое. Такие люди легко умеют устанавливать глубокие и эмоциональные связи с другими, заботиться о других, защищать их. И они от природы обладают очень сильным материнским инстинктом и часто выполняют обязанности по заботе и уходу, будь то какая-то забота о членах семьи или забота о своих коллегах в профессиональной жизни, о клиентах, о подчиненных. И они без проблем могут выслушать, дать искренний совет, сказать какие-то добрые слова, помочь другим людям, если их попросят. По сути, они и даже делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности других людей. И вот эта самоотверженная преданность часто создает среду, в которой людей с Солнцем в Раке ценят за их именно непоколебимую поддержку. Их часто считают, скажем так, матерями своих друзей, всегда готовыми выслушать и с сочувствием как-то поддержать утешительным словом. И эта заботливая природа распространяется не только на людей, но и на всю окружающую среду. И они с удовольствием заботятся о своем доме, в котором живут, облагораживают сад, огород и так далее. Однако ракам все-таки необходимо балансировать между заботой о других и заботой о себе. И они должны помнить, что забота о себе — это не какой-то эгоизм, а скорее необходимость поддерживать свое эмоциональное здоровье, одновременно заботясь о нуждах тех, кого они любят. Эмоциональная чувствительность раков также проявляется в их реакции на невербальные сигналы, и они обладают очень острым чутьем на тонкие изменения в языке тела или тонкие изменения в тоне голоса другого человека, да, что позволяет им улавливать также скрытые чувства, мысли, переживания других людей. И вот эта восприимчивость хорошо помогает им как в личных, так и в профессиональных отношениях, позволяя умело ориентироваться и подстраиваться под ситуации. Такие люди, как правило, очень лояльны. Когда они устанавливают связь с кем-то, они, конечно же, хотят сохранить ее на долгие годы и стараются поддерживать эту связь, несмотря ни на что, будь то дружеские отношения или профессиональные отношения. И с одной стороны, это упорные люди. И когда вот дело доходит до достижения своих целей, они на самом деле могут быть очень трудолюбивыми, настойчивыми и не остановятся ни перед чем ради достижения своей мечты. Но с другой стороны, они очень медлительные. И у людей с Солнцем в Раке есть такая творческая сторона, которая может проявляться по-разному. Например, через искусство, через музыку, через писательство. Они также обладают природным талантом и часто очень креативны, используя свою именно эмоциональную глубину для создания каких-то прекрасных произведений искусства или для самовыражения какими-то уникальными способами через свои творения. Но давайте еще обсудим отрицательные черты с таким положением, ведь, как мы с вами помним, не всегда планета у нас срабатывает в плюс. Так вот,
Первая проблема, с которой могут столкнуться люди, у которых Солнце находится в раке в гороскопе, это трудности с установлением личных границ. И такие люди склонны ставить потребности других выше своих собственных. Во многом это связано с заботой, которая иногда может затмить собственные потребности и желания человека. И вот человек как бы жертвует своими амбициями ради удовлетворения просьб других людей. Также это может привести к тому, что такой человек почувствует себя подавленным или использованным. И людям, у кого Солнце находится в раке, важно научиться устанавливать здоровые личные границы. Это не означает, что они должны перестать заботиться о других. Скорее, им следует просто больше уделять приоритетное внимание своим собственным потребностям и своему благополучию и поработать над своим страхом быть отвергнутым и понять, что иногда надо просто, скажем так, отпустить ситуацию и довериться другим. В целом, несмотря на свою эмоциональную природу, люди с Солнцем в раке могут испытывать на самом деле трудности с выражением своих чувств и эмоций. Им может быть трудно, например, поделиться с кем-то своими самыми глубокими мыслями и чувствами, да, что тоже может вызывать у них проблемы с общением или в отношениях, как-то в проявлении в социальной среде. И еще одной из наиболее распространенных проблем для людей с таким положением является склонность к чрезмерной привязанности или навязчивости. Они склонны чрезмерно привязываться к людям, к каким-то местам, к каким-то вещам. И это может быть связано с их глубоко укоренившимся страхом быть отвергнутым или брошенным. И это может проявляться в навязчивом поведении или наоборот, в трудностях с отстранением от нездоровых отношений или ситуаций. И они могут стать чрезмерно зависимыми от эмоциональной поддержки своих близких. Также их сильное желание защищать и лелеять других также может проявляться в навязчивости. И может быть сложно отпустить ситуацию и дать своим близким свободу, в которой те нуждаются. А с другой стороны, сильная тяга к заботе о других часто дает ущерб именно собственному благополучию. Поэтому уравновешивание личных потребностей с необходимостью защищать и воспитывать других – это постоянная борьба для тех, у кого Солнце находится в гороскопе в раке. И у таких людей может быть проявлена в том числе капризность. На них легко влияет окружение, ситуации и вот люди, которые находятся вокруг них. И в результате они могут испытывать частые перепады настроения, из-за чего им трудно сохранять, скажем так, внутреннюю опору, баланс и уверенность в себе. И они также могут стать чрезмерно чувствительными, принимая именно на свой счет информацию, которая, возможно, и не была по факту направлена в их адрес. То есть тут настроение и поведение человека подобно, скажем так, меняющимся приливам и отливам под влиянием Луны. И их эмоции могут тоже приходить и уходить без предупреждения. Из-за этого они также могут показаться окружающим какими-то непредсказуемыми или трудными для понимания. Но, будучи при этом очень чуткими людьми, они склонны избегать конфликтов любой ценой. И они очень сильно заботятся о чувствах других и могут с трудом справиться именно с той конфронтацией, что приводит к трудностям в отстаивании себя или выражении своего мнения. И такие люди от природы могут быть осторожны и слишком много думать, что может привести их, опять же, к какой-то нерешительности и неуверенности в принятии решений. И им может быть трудно принимать простые решения, и за счет того, что они могут повязнуть в какой-то неуверенности в себе, да, либо постоянно задаваться вопросом, делают ли они правильный выбор или не делают. И сейчас, друзья, у нас с вами будет небольшой рекламный блок, потому что, чтобы реализовать себя и свои планеты в плюс, получать бонусом дополнительные плюшки от гороскопа в виде энергии, вдохновения, заработка, публичности, признания, мотивации, опять же, надо подружиться со своим гороскопом и жить в унисон с его обещаниями и наставлениями. И я вас приглашаю на интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы получите 13 PDF-файлов с трактовками по усилению самых важных сфер жизни для человека. Вы узнаете, какие действия помогут
могут усилить финансовый потенциал, куда вкладывать, чтобы богатеть, какие действия совершать, чтобы добиться успеха и стать популярным, с помощью каких действий можно зажечь внутренний огонь и найти вот эту внутреннюю мотивацию к действиям, к достижениям, с помощью каких действий вы можете очаровать абсолютно любого и как правильно расслабляться, чтобы находиться в гармонии с собой. Интенсив подходит даже для новичков, потому что вы научитесь строить свой персональный гороскоп самостоятельно и сможете таким образом помочь не только себе, но и своим родным, близким и друзьям. Вся информация будет в описании под видео, а я жду вас на интенсиве. И давайте теперь подробнее поговорим про девушек, у которых Солнце находится в Раке в гороскопе. И такие девушки очень сильно связаны со своими эмоциями и обладают сильным материнским инстинктом. Приоритетное внимание уделяется благополучию других людей, и человек стремится создать безопасную, гармоничную домашнюю обстановку. Причем эта домашняя обстановка создается не только дома, но также и на работе. И одним из наиболее важных качеств девушки, у которой Солнце находится в Раке, это, конечно же, ее заботливая натура. Она из тех людей, которые всегда будут рядом, чтобы протянуть руку помощи, да, либо подставить как-то свое плечо. Она чуткая и часто ставит потребности других выше своих собственных. И вот эти качества заботы не ограничиваются только семьей и близкими друзьями, но они также распространяются на всех, кто, по ее мнению, нуждается в помощи. И такая девушка, как правило, очень защищает и отстаивает интересы именно своих близких. То есть она похожа на медведицу, которая пойдет на все, чтобы защитить своих детенышей. А когда дело касается отношений и любви, то такая девушка очень чувствительна, эмоциональна. Она склонна быть немножко осторожна в любви, да, защищая как бы свое сердце и немножко выжидает, чтобы начать доверять человеку сполна. Однако, как только она доверяет, она становится преданным и верным партнером. И как только она вступает в отношения, она в них, конечно же, надолго, она верная до глубины души и готова сражаться со всем, что встречается на ее пути. От нее следует ожидать жесткой приверженности, которая позволит партнеру почувствовать себя самым счастливым человеком во Вселенной. И ее идеальный партнер — это тот, кто может обеспечить ей вот именно эмоциональную безопасность и стабильность. Она ценит физические прикосновения, и от нее также можно ожидать каких-то любовных записок, теплых объятий, жестов, которые заставят сердце партнера, конечно же, биться чаще. Она легко может утешить, укутать своей заботой и лаской, да, скажем так, как пушистое облако в дождливый день. И однозначно она сделает все возможное, чтобы поддержать того, кого она очень сильно любит, особенно когда жизнь становится трудной и происходят какие-то непредвиденные и не совсем приятные ситуации. Такая девушка словно радар человеческих эмоций, которая улавливает чувства своего партнера и других людей с полуслова. Но порой эта эмоциональная чувствительность может делать ее очень уязвимой до боли, которая будет сидеть внутри ее, и ей самой будет сложно, например, справиться со своими эмоциями. И такая девушка любит свой дом, свою семью. Любит она их, конечно же, больше всего. И она стремится создать именно теплую, заботливую атмосферу, в которой царит качественное времяпровождение с близкими. Она очень любит теплые домашние вечера, домашнюю еду, посиделки, которые согревают душу, эмоциональный уют, напоминающий объятия бабушки. И тут нет места большим и карьерным амбициям. Это далеко не трудоголики 24/7, то есть на работе они будут также создавать вот эту заботливую и семейную атмосферу. И из таких девушек действительно получаются хорошие коллеги и заботливые руководители, с которыми работать одно удовольствие. И несмотря на всю свою мягкость, они все-таки могут быть очень прямолинейными и не будут ходить на цыпочках вокруг да около. Им важна честность и четкое общение. И они всегда готовы к открытым дискуссиям, смотря в лицо своему оппоненту, и абсолютно не боятся вот этих разговоров
прямо в лоб. Поэтому это очень интересные девушки. Но давайте мы на самом деле еще обсудим, как Солнце в Раке проявляется в гороскопах у мужчин. И, как правило, это глубоко преданный мужчина, и он, конечно же, защищает тех, кого он любит. Он обладает сильным чувством ответственности перед своей семьей и гордится тем, что создает, скажем так, заботливую и безопасную домашнюю обстановку. Этот мужчина является прирожденным опекуном, и его часто считают скалой в своих отношениях, потому что он предлагает своим близким эмоциональную поддержку и безопасное пространство для самовыражения. Одной из главных характеристик такого мужчины, конечно же, является его защитная природа. Он пойдет на все, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своей семье, друзьям, товарищам и тем, кто его окружает. Этот защитный инстинкт выходит за рамки физического мира, поскольку он также глубоко обеспокоен именно эмоциональным благополучием тех, кто ему дорог. Он чувствителен к настроениям и чувствам других и часто берет на себя роль вот именно эмоционального опекуна в том числе. Мужчина с Солнцем в Раке очень уважает и ценит свою семью. Его отношения с семьей являются очень главной сферой для него, и он часто определяет себя по своей роли именно в семье. И он дорожит семейными традициями, воспоминаниями, стремится создать теплую, любящую домашнюю обстановку. В любви мужчина с Солнцем в Раке, естественно, тянется к заботливым партнершам, и он ценит вот эту эмоциональную связь выше поверхностного влечения. Он не из тех, кто спешит вступать в отношения, предпочитая на самом деле не торопиться и построить именно прочный эмоциональный фундамент. Он верный партнер, и когда он вступает в отношения, он делает это на самом деле от всего сердца. Такой мужчина, конечно же, мастер выражать свои чувства, создавать такое безопасное пространство для своего партнера. Отношения с ним будут на самом деле наполнены душевными разговорами и какой-то эмоциональной поддержкой. Он, по сути, как Шерлок Холмс, чующий потребности и эмоции своих партнеров быстрее, чем ищейка на задании. И он похож на человеческий детектор лжи с эмпатическим радаром, который всегда на чеку и готов предвидеть каждый эмоциональный поворот своего партнера. Этот парень также предан своему партнеру, скажем так, как мама-утка своим утятам. И такой мужчина ценит стабильность, доверие, создание прочной эмоциональной связи. И он, конечно же, стремится построить для своего партнера то самое уютное гнездышко с теплыми пушистыми одеялами, наполненное лучами эмоциональной поддержки и домашнего комфорта. И такой мужчина на самом деле настоящий романтик. Он словно любовный волшебник, преподносящий сюрпризы и искренние вот эти выражения любви. Ему нравятся ужины при свечах, любовные письма, написанные от руки, какой-то вихрь романтических жестов, которые он дарует партнерше, чтобы заставить ее сердце биться чаще. И такой мужчина, конечно же, ищет партнершу, которая будет разделять его страсть вот к этому открытому выражению эмоций. Объятия, держание за руки, там, сладкий шепот — это лишь верхушка айсберга. И в эмоциональном плане такой мужчина очень чувствителен и интуитивен, и он обладает сильным сочувствием и способен легко настраиваться на эмоции других. И вот эта вот эмоциональная чувствительность иногда может сделать его склонным к перепадам настроения и периодам глубокого самоанализа. Но при этом он очень ценит глубокие, искренние, доверительные отношения, общение, разговоры. И таким образом мужчина, у которого Солнце получается в Раке, воплощает в себе качество очень преданного, любящего партнера, который готов обеспечить эмоциональную поддержку и стабильность тем, кто ему дорог. То есть он человек, который превыше всего ценит семью, эмоциональную связь, а его вот этот заботливый и защитный характер делает его опорой абсолютно в любых отношениях. Но мы с вами идем далее, и давайте обсудим, как Солнце в Раке влияет все-таки на отношения более детально, когда затрагивает 7-й дом или управителя 7-го дома. И такие люди приносят в свои отношения энергию глубокой заботы. И они, конечно же, отдают приоритет именно эмоциональной связи, вот этой лояльности, созданию
чувство комфорта, безопасности в партнерстве. Рак — это водный знак, который связан с эмоциями, с интуицией, глубокими эмоциональными чувствами. Поэтому такие люди, у которых Солнце находится в Раке, конечно же, очень чувствительны и чутки в отношениях. Их подход к любви часто характеризуется сильным желанием лелеять и защищать своих партнеров. И они, скорее всего, выражают свою любовь именно через заботу и привязанность и часто ждут того же в ответ. Вступая именно в долгосрочные отношения, людям, у которых Солнце находится в Раке, необходимо быть абсолютно уверенными в верности и стабильности своего партнера. И они не смогут долго жить с партнером, да, под угрозой того, что вот этот партнер может их как бы покинуть, потому что это будет их истощать эмоционально. Но при этом они не столько собственнические, сколько хотят эмоциональной безопасности любой ценой. И на самом деле поведение таких людей, они более протекционистское, а не собственническое. Но даже в этом случае, в своем стремлении сохранить своего партнера, эти люди могут создать дома излишне клаустрофобную атмосферу. То есть в отношениях им необходимо чувствовать эмоциональную безопасность и заботу. И они процветают в отношениях, где чувствуют именно вот эту безопасность и поддержку от других людей. Такие люди интуитивно понимают потребности других людей, потребности своего партнера. Они умеют читать как будто между строк и чувствовать, что чувствует партнер, что у него творится на душе. Часто даже до того, как сам человек это осознает. И вот эта эмоциональная сонастройка позволяет им быть очень поддерживающими и заботливыми партнерами. Однако это также делает их очень чувствительными к любому воспринимаемому пренебрежению или эмоциональной дистанции от своего партнера. Мы с вами помним, что рак — это у нас кардинальный знак зодиака, поэтому они легко возьмут на себя ведущую роль в воспитании и заботе о своих партнерах и близких людях, а также могут взять на себя ведущую роль в разрешении любых конфликтов и поддержании гармонии в отношениях. Далее, как ведут себя люди с Солнцем в Раке на работе и как они выстраивают свою карьеру. Конечно же, в своей карьере такие люди тяготеют к профессиям, где проявляется вот эта их врожденная способность сопереживать и оказывать помощь, заботу другим людям. То есть, например, это может быть работа в сфере здравоохранения или в сфере каких-то социальных услуг. Как самый домашний знак зодиака, эти люди, конечно же, процветают в среде, где они могут способствовать росту и стабильности. Их интуиция и чувствительность позволяют им превосходно удовлетворять эмоциональные и психологические потребности других, будь то посредством консультирования, обучения, либо, например, защитой чьих-то интересов. И им также свойственно тянуться к профессиям, ориентированным на семью, да, то есть, например, там уход за детьми, семейное консультирование. И некоторые люди могут также найти удовлетворение в каких-то творческих занятиях, например, письмо, искусство, дизайн. И у них хорошо развито воображение, и они успешно могут направлять свои эмоции в свою работу, что опять же делает их такими хорошими рассказчиками и художниками. И для таких людей гораздо важнее получать удовлетворение именно от своей работы, чем удовлетворять свои собственные амбиции. То есть это не карьеристы с работой круглосуточно и без выходных. И им, конечно же, следует остерегаться того эмоционального ущерба, который может наносить работа. То есть важно также научиться устанавливать личные границы для своего благополучия. У таких людей уж очень проявлена склонность к накоплению, и эта склонность дает хорошие результаты в финансовой сфере. У них есть хороший деловой потенциал, а накопление крупных сумм денег, как правило, приносит им очень такое большое удовлетворение и позволяет чувствовать себя защищенными от превратностей судьбы. Поэтому, конечно же, такие люди могут стать успешными бизнесменами с достаточно солидным доходом и хорошим инвестиционным потенциалом. И, конечно, от этого на самом деле выигрывают все, да, только
не только сами обладатели Солнца в Раке, но и их дети и их партнеры. Вот и как раз давайте мы с вами поговорим про деток. И если у ваших деток находится Солнце в Раке, то, конечно же, можно сказать, что это самый счастливый ребенок, который любит находиться в своем собственном мире и в своих собственных мечтах. В группе детей такой ребенок не является лидером, но он хорошо ладит с другими. Он очень заботливый, нежный, мягкий, чувствительный, он очень ласковый, но внутри он может все-таки быть немножко таким жестким и не нуждается в чем-либо сочувствии. Такой ребенок настолько изобретателен и креативен, что может на самом деле удивить окружающих своим воображением и своей креативностью. И такому ребенку наиболее комфортно находиться, конечно же, дома, в окружении семьи, а также знакомых видов, звуках, запахах. И если образ жизни семьи более авантюрный, предполагает какие-то поездки, путешествия, то ребенку нужно будет взять с собой что-то, что будет напоминать ему дом. То есть это может быть какое-то любимое мягкое одеяло, любимая мягкая игрушка и так далее. Традиции, принятые в семье, и режим дня также хорошо влияют на такого ребенка, поэтому очень важно, чтобы в семье, например, были какие-то традиционные трапезы за большим семейным столом, и был установлен для ребенка порядок, да, там, например, принятие ванны, время отхода ко сну и так далее. Дети с Солнцем в Раке по своей природе на самом деле очень осторожны, они очень чувствительны и могут, например, легко потерять сознание в шумной какой-то хаотичной ситуации. И такой ребенок предпочтет провести время в тихом месте, вместо того, чтобы поехать, например, на какую-то шумную ярмарку. А такому ребенку с детства, конечно же, хочется о ком-то заботиться, поэтому небольшое растение, либо какое-то домашнее животное, о которых он будет заботиться, вполне подойдут. И он почти инстинктивно будет знать, что с этим надо делать. Также еда важна для таких деток, и лучше всего им подойдет регулярное, полезное и простое питание. И, конечно же, таким деткам нужна конфиденциальность. Они более эмоционально уязвимы, чем большинство других. И когда они чувствуют угрозу, они замыкаются в себе, пока жизнь снова не станет для них безопасной. И в такой ситуации, конечно же, нужно позволить ребенку в течение какого-то непродолжительного времени разобраться со всем по-своему, а затем вот мягко предложить ему как-то рассказать о своих чувствах. Иногда этот ребенок застенчив и не раскрывает полностью свои чувства, поэтому родителям порой становится очень трудно понять, чего хочет ребенок на самом деле и что он чувствует. И чтобы выйти из этой ситуации, родителю, конечно же, необходимо всегда общаться с ребенком и стараться понять, чего хочет ребенок изнутри, и родителю необходимо оказывать любовь, а также уделять время своему ребенку, да, чтобы помочь ему как бы справиться с его застенчивостью. Но иногда бывает, что ребенок с Солнцем в Раке становится упрямым, несмотря на свой такой мягкий, добрый характер и поведение. Ребенок также иногда бывает капризным, но ему нравится именно крепкая семья, и в такой семье на самом деле он лучше растет и лучше развивается. У такого ребенка также могут быть таланты к пению, к танцам, поэтому, конечно же, помимо учебы следует отдать его вот в кружки по пению, танцам, скажем так, для общего развития. И обычно такие дети на самом деле очень здоровенькие, у них хорошая иммунная система, но и даже если они заболевают, то, конечно же, поправляются они очень быстро. Но давайте теперь обсудим родителей, у которых Солнце находится в Раке в гороскопе. И такие люди на самом деле преуспевают в родительстве, и их врожденные навыки, о которых мы уже очень много поговорили в этом видео, хорошо подходят для выполнения задачи именно по защите и по воспитанию своего ребенка. Проблема может возникнуть, когда некоторые родители слишком балуют своих детей, и они склонны угождать им практически во всем. А вот излишняя свобода, удовлетворение всех желаний и баловство, как мы знаем, оказывает на детей такое же сильное негативное воздействие, как и чрезмерная дисциплина и строгость и порядки. И то, и другое, как правило, может иметь разрушительное влияние и тяжелые последствия как для самих детей, так и для родителей. Еще одно испытание для родителей, у которых Солнце находится в Раке, возникает, когда их детки выросли и начинают задумываться о том, чтобы уйти из дома и создать свою собственную семью. И такие родители
могут интерпретировать поведение своих взрослых детей как прямую угрозу своей безопасности и своей защищенности. То есть весь их образ жизни, построенный вокруг роста и воспитания своих детей, вдруг начинает как бы рушиться. Хотя интеллектуально они на самом деле понимают вот эту необходимость, да, этого перехода и сепарации от детей, но тем не менее они становятся наиболее эмоционально уязвимые в этот период времени. Поэтому людям, у которых Солнце находится в раке, желательно с самого раннего возраста постараться свыкнуться с мыслью, что вылупившиеся птенцы однажды расправят свои крылья и вылетят из гнезда. И чем раньше они начнут это осознавать, тем легче они переживут эту ситуацию. Ну и напоследок, конечно же, давайте поговорим с вами про здоровье. На самом деле повседневная жизнь людей, у которых Солнце находится в раке, не отличается какой-то сверхдисциплиной. И это происходит потому, что они во многом на самом деле руководствуются в своих действиях именно своим эмоциональным состоянием, да, которое у них, собственно, постоянно меняется. И они могут легко игнорировать вот эту необходимость в регулярных физических упражнениях. И таким людям необходимо все-таки составить еженедельный график, в котором будут прописаны регулярные физические упражнения. Такие люди на самом деле любят вкусную еду. И если они чувствуют определенный пробел в своей какой-то эмоциональной, личной жизни, они компенсируют это, скажем так, дополнительной едой. И в результате многие из представителей Солнца в раке могут иметь лишний вес. Отсюда и, как следствие, ряд негативных проблем со здоровьем. Пожалуй, основные проблемы со здоровьем таких людей связаны именно с их склонностью постоянно беспокоиться о всяких вещах и даже о всяких мелочах. И вы часто будете слышать, как они говорят: а что если? То есть вот это вот сопереживательное наклонение. И они постоянно тревожатся о будущем, да, либо имеют какую-то врожденную подозрительность к каким-то будущим событиям, к настоящим событиям и так далее. Если, например, их дети опаздывают из школы хотя бы на 5 минут, их воображение тут же начинает рисовать самые страшные картины. И то же самое происходит, когда партнер опаздывает, например, с работы. Или если, например, там акции на фондовой бирже как-то упали даже абсолютно чуть-чуть. Такие люди все равно рисуют какую-то апокалиптическую картину. И вот эти постоянные переживания отражаются в том числе на здоровье. Поэтому у многих раков развиваются язвы, гастриты, а также различные проблемы пищеварительной и мочевыделительной системы. И только освободившись от своих главных забот, от своих тревог, люди, у которых в гороскопе Солнце находится в раке, смогут значительно улучшить здоровье и качество своей жизни. Поэтому, друзья, таким был разбор Солнца в раке. А если вы хотите узнать, какие действия надо совершать, чтобы направить энергию Солнца в плюс, найти мотивацию, зажечь в себе внутренний огонь, более гармонично проживать это положение, приходите ко мне на интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы получите конкретный список действий по своему персональному гороскопу для успешного усиления важных сфер в своей жизни. Вся информация будет по ссылке в описании под видео и вот здесь на самом видео. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!